получил долгожданную посылку, больше месяца шла сюда. Принтер Ворон 01 от Сибур. Вот он. Посылка, конечно, доставляла DPD и очень весело доставила. Повреждения здесь повреждения. Этот угол придавили. Здесь разорвали вообще. Здесь придавлено. Что-то болтается там. Ну, посмотрим сейчас, что там будет. За звук сразу прошу прощения, микрофона нет. Снимается все на телефон. Потому что посылка лежит уже несколько дней. Никак не могу до нее добраться, чтобы хотя просто распаковать и посмотреть целостность. Так, ну что, поехали смотреть, что нам дали. Ложемент первый. Ложемент второй. Хорошо упакован. Знаете, очень даже. Есть первое повреждение. Не критичные. Вот оно, первое повреждение. Зато увидели заполнение какое там. То есть печатается вот с таким заполнением. Так я понимаю, что здесь две стенки. Да, две стенки. Две стенки и героидное заполнение. Так, следующий ложемент. Что у нас здесь? Красота. Вроде более-менее все целое пока что. Это уже пятый ложемент. И вот шестой финальный. Ну что, давайте посмотрим теперь, что в этой посылке, что в каждом ложементе примерно. Так, здесь почему-то сдерто. Вот походу дело на фабрике. Это получается наши стеночки все. Черненькие, красивые. Урезано все. Более подробно уже рассмотрим все потом. Так. Стяжки, скотч. Так. Дальше. Профессор. Кнопочка. Блок питания. Пассивный. Пассивное охлаждение. Ну, вы знаете, даже якобы Минвел. Ну-ка сними, пожалуйста, вот здесь. Минвел на 150 Вт. 24 вольта, 150 Вт. Минвел. Посмотрим, сколько-то. Дальше. Рельсики. Какие смешные. Маленькие. Ай-яй. И без самого смешно. Комфортную съемку. У нас с основным принтером до 12 рельсы. Это, конечно, реальная игрушка. Так, это наша инструкция получается. Расключайка, подключайка. Здесь, по идее, все разрисовано. Ну, потом поближе ознакомимся. Так, паяльник, подарок. Мотор винт. Два мотора. XY на экструдер. Так, что здесь за мотор? А непонятно, какой мотор. Сними, пожалуйста.
Угу. Маркировочку. Так, да, сейчас ставим один такой, что здесь вообще без маркировки. Так, и вот давай посмотрим, что здесь за маскировка. Здесь тоже без маркировка. Просто. Что в комплекте? Так, на голову на дно. С одним вот на самоплата. У нас сразу установлены драйвера. Сразу стоит флешка на 32 гигабайта. Замечательно, это меня радует. Драйвера, так я понимаю, что 2209 уже установлены все. Так. Ух ты, даже набор отверток. Провод питания, термистор, нагреватель, оплеточки, ремешок. Что за ремешок, то производитель. Pouch Grip GT. Неплохо. Стол, причем стол очень даже интересно. Сейчас возьмем станцию, померю сколько он. Вообще, я не ожидал. Я думал, что будет потоньше стол. Ну, почти 3 миллиметра. Ну, так ориентировочно. Ну, почти 3. Хорошо. А вот тут они меня обманули. Я спрашивал, будет ли пей-лист. Они мне не пей-лист прислали, а наклеечку вот эту. Да, здесь я разочаровал. Я писал, уточнял, что будет в комплекте. Смотрим, что у нас еще есть. Так, еще одна флешка. Кардридер. Радиатор. Блок. Сапог. Так. Ну, получается, не дали выбор, какой ты хочешь. Ставь горло. И несколько сопов. Это все. Ну, это еще нормально. Металл есть. Остальное выкинуть. Вентиляторы. Ну вот какой-то Geek Station. Вентиляторы, конечно, дешман. Голова. Так, продолжение. Наклеечки, чтобы было красиво по ходу дела. Ну и тут весь комплект. 3 пружинки на стол. Ручка подшипников. Вплавляемые. Интересно, БМГшные шестерни, какого качества.
так ничего. Надо будет в макро посмотреть. Это вроде визуально вроде ничего так. Приятно нарисовано, все красивенько так. Вот в этом плане подход, конечно, интересный. Так. Это у нас получается комплект для сборки весь идет. С этим, конечно, обидно. Ну вот, почти, если придавить. Попробовать склеить потом. Качество печати прилично, но вот края, конечно, без линии адванса, по ходу дела, печатали без ничего, вот они края все. Fresh Advance ничего не стоит. Закладные подрельсы. Так, посмотрим сюда. Здесь у нас натяжитель для моторов. Ну, посмотрите на качество печати. Как бы некоторые вещи я ожидал, честно говоря, что будет похуже. В переливе, посмотрите, весьма неплохо. Ага, липкая. Кто догадается? Чем помажет стол? Каким-то адгезивом. Так, вернемся к плате. Плата здесь. Плату открыл. Посмотрел, что это плата. Так, а плата у нас Flight Gemini V3.0. Flight Gemini V3.0. Третья версия. Да, TMC 2209, свеженький, 2002 год, 4 месяц. Получается, плата будет снова в подвале. Вот она. Umbilical breakout board. Umbilical breakout board. Так. Ну, примерно здесь кто в теме, тот поймет. И получается на голову ставится вторая часть. Ну и между ними вот оно счастье соединяет их. Раз, два. Красота.
собирать шпули. Шпули не посмотрел. Качество. Производителя в лицо не узнали. Ну так приличненько смотрится. Можно будет потом в макро рассмотреть их. А так на свет. Так, все снимается одним дублем, без подготовки. Поэтому простите, так как оно есть. Я сейчас еще хочу вернуться все-таки. Настя по всему. Как черный. Да, все, короб на крышу будет прозрачный, на крышку будет прозрачный, есть. Да, он есть прозрачный. Есть прозрачный, получается на корпус везде черный. Будет красиво смотреться. Так, наверное, тогда все. Можно включать. Все, всем спасибо.